В наше время еще есть то, что отсутствует, это стеснение. Ты заметил, что вообще не существует почти в наше время стеснений? Прошу меня извинить, если я как-то некорректно выражаюсь, но стеснений стало так меньше, что люди не стесняются. В наше время было стеснение у людей. Они стеснялись кого-то обидеть, стеснялись что-то сказать, стеснялись перед старшими проходить там как-то вульгарно, кричать. Когда старшие проходили, вставали со своего места, да, там, я говорю в наше время, то есть имеется в виду во времена тех, как я увидел своих родителей и дедушек, бабушек. А вот в это время, которое нынешнее время, это исчезло. И я давно хотел высказаться про то, чтобы было такое и мне, в первую очередь, наставление, и людям, которые забыли о том, что стеснение, на самом деле, это же качество Всевышнего, знаете, да, стеснительный. Это качество Аллаха. Это качество ангелов, которые есть стеснительные, о которых Всевышний нам сказал. Это качество пророков, которые были стеснителями. Кто из пророков был стеснителем? Муса, алейхиссалям. Он был стеснителем. Даже говорится, одной из причин, почему он попросил своего брата себе путник, он стеснялся. Понимаете, да, Муса, алейхиссалям. И другие пророки. Пророк Мухаммад, саллаллаху, был стеснителем. Сподвижники были стеснителями. Кто? Осман, который стеснялся. Когда он зашел внутрь, пророк саллаллаху встал со своего места, и Айша удивилась. Абу Бакр, Умар зашли, ты не встал, я Расулна. А Осман, он говорит, ангелы его стесняются. Стеснение – это качество, которое должно быть у верующего человека. Стеснение – это одно из качеств, одно из столпов имана, можно сказать, веры. Да? Верующий человек, он должен быть стеснителем. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе сказал, если ты не стесняешься, фасна машит, делай, что тебе сгодится. Здесь идет обратная сторона медали. То есть человек, который нету стыда, он делает все, что он хочет. Пророк не побуждает делать. Он говорит, если ты не стесняешься, то тогда только тебе можно делать все, что ты хочешь. А стеснительный человек, значит, не может делать то, что он хочет. Здесь все вопросы закрываются в наше время. Те люди, которые, женщины или мужчины, которые себя вульгарно ведут или неприлично ведут, кричать как-то там в обществе, все равно. Вот эти всякие выходки непонятные, понимаете, да, человек перед холодильником стоит, танцует, перед телефоном, там, то есть такие странные действия. Я думаю, что здесь есть чуть-чуть отсутствие стеснения, да, скромности. А где нельзя стесняться, как ты думаешь? Есть одно качество, где не побуждается стеснение. Наоборот, таки говорится, что нельзя здесь стесняться. Это знание. Один из ученых сказал, что, если не ошибаюсь, арабская цитата такая: «Ля ятаалляму аль-илму ва ля мустахин ва ля мустакбирин». Не обретут знаний два типа людей: стеснительный и высокомерный. Стеснительный скажет: как я спрошу, все будут смеяться. Ну пусть смеются. Спроси. В познании нету стеснений. Кроме познаний, во всем стеснении это вера. А в чем еще, то есть, вот что еще не должно мешать обретению знаний? Это высокомерие. Высокомерный человек, где он, где я. Ему щегол какой-то 30 лет там, или 20 лет. Не будет опускаться. А сподвижники, им было все равно. Возраст. Пророк отправлял 10-летнего ребенка, который знает Коран, и он стоял перед сотней людей имамом. И были взрослые люди, которые за ними намаз читали. Поэтому стеснение – основа всех порядочных вещей в наше время. И всегда это так было. Хочешь быть порядочным, узнай, чего стеснялся пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Что является приличием. Тогда вы обретете порядочность. Но, к сожалению, в наше время это огромное сожаление,